Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассмотрим роутеры с поддержкой Wi-Fi 6. Я отобрал 8 лучших роутеров на 2025 год под разный бюджет и критерии. От недорогих моделей за пару-тройку тысяч рублей с обычной скоростью в несколько сотен мегабит и базовым функционалом, до дорогих вариантов за 15-20 тысяч с заряженными опциями типа SFP-порта, сим-карты или NFC и быстрой передачей данных вплоть до нескольких гигабит. В процессе обзора о каждой модели я расскажу, что из себя представляет роутер, какую скорость выдает при каких условиях, какие функции имеет, для чего подойдет, а для чего нет. Сразу оговорюсь, рассматривать роутеры с точки зрения гиков и профессионалов не будем. Всякие прошивки OpenVRT, создание серверов и тонкие настройки – это все на форумах. Здесь чисто пользовательским взглядом. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 8-е место поставил Digma DWR-AX1501. Это один из самых доступных роутеров в рейтинге. Несмотря на то, что название бренда так и говорит о своем китайском происхождении с кучей проблем при использовании, на деле оказывается, что все легко настраивается и стабильно работает. Поэтому не было причин не взять в рейтинг этот Digma. Это недорогой двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6 и суммарной скоростью работы 1500 мегабит в секунду. То есть для диапазона 2,4 ГГц максимум выделено 300 мегабит в секунду. Для диапазона 5 ГГц 1200 мегабит в секунду. Поэтому воспринимайте информацию с коробки о скорости таким образом, чтобы не вводить себя в заблуждение. На деле, конечно, эти цифры не самые точные, но главное, что здесь гигабитные порты, 3 LAN и 1 WAN. То есть уже на начальном этапе скорость не ограничивается сотней мегабит, как это бывает с более бюджетными роутерами. Так, при подключении по Wi-Fi 6 на диапазоне 2,4 ГГц у многих владельцев роутер выдавал около 100 мегабит в секунду. На диапазоне 5 ГГц около 700 мегабит в секунду. Конечно, все это зависит от загруженности сети, количества подключенных устройств, отдаленности от роутера и даже от материала стен. Но помните, что ближе всего к гигабиту вы будете только при проводном подключении. Хотя и без того роутер обеспечивает достаточно стабильное подключение к интернету для среднестатистической семьи со смартфонами, телевизорами, компьютерами, ноутбуками и парой девайсов умного дома. Для этого из полезных технологий есть MU-MIMO, OFDMA и Beamforming. Они помогают роутеру раздать интернет на кучу устройств без задержек, не раскидывая сигнал по всей квартире, а концентрируя его только на подключенных устройствах. Ну, это, грубо говоря, без деталей и технических нюансов, просто для вашего понимания. 7-е место занимает Huawei WS7100V2. У этого роутера очень напряженно с неймингом. Под этим названием у Huawei есть две модели, которые прилично отличаются друг от друга. Чтобы вы не запутались, в описании и комментариях оставил ссылку на роутер, о котором сейчас расскажу. Итак, это недорогая модель приблизительно по той же цене, что и прошлый Digma. Huawei двухдиапазонный с Wi-Fi 6. Все как положено. У него 4 порта с самоопределением WAN или LAN. Можно втыкать кабель провайдера как удобно. У диапазона 2,4 ГГц ограничение по максимальной скорости 574 мегабита в секунду, а у диапазона 5 ГГц 2402 мегабита в секунду. Так-то очень приличная скорость, если смотреть по бумажке. На деле, конечно, первый диапазон выдаст максимум до 200 мегабит в секунду, а 5-герцовый диапазон около 800 мегабит в секунду. Опять же, все это очень приблизительно, так как зависит от многих факторов. Но нам главное понимать, что роутер тянет приличную скорость и гигабит из него получить вполне реально. По отзывам владельцев, в стандартной двухкомнатной квартире мощности сигнала хватает в любом углу. Можно и фильмы смотреть в 4К, и играть с низким пингом, и просто нагружать сеть по полной всем семействам. Тут как раз и MU-MIMO выручает. Из дополнительных фишек. Поддержка Mesh. Это значит, что можно объединить два таких роутера в одну сеть и получить бесшовный сигнал. Пригодится, если у вас, например, большой дом, в котором до некоторых мест сигнал не добивает. А установив парочку таких роутеров, смартфон будет подключаться к тому, который находится ближе всего. На 6-м месте Xiaomi роутер AX3000T. Это последний роутер в рейтинге, который можно назвать бюджетным. Остальные будут либо дороже, либо сильно дороже.
Xiaomi AX3000T. Еще очень часто берут под перепрошивку OpenVRT, о чем мы с вами оговорились в начале. Кому интересно, имейте в виду, что тут совсем не сложно это все организовать. Ну а большинство же скорее интересует то, что у него 4 самоопределяющихся WAN-LAN порта, 4 антенны и даже модуль NFC встроен для быстрого подключения смартфона одним касанием. Кстати, еще поддерживается функция Dual WAN. Пригодится тем, кому, например, нужно подключить 2 разных провайдера в один роутер. Только учтите, что в глобальной версии AX3000T такой опции нет, есть только в китайской. По скорости работы Xiaomi обещают все те же 574 мегабита в секунду при Wi-Fi 6 для диапазона 2,4 ГГц и 2402 мегабита в секунду для диапазона 5 ГГц. На тестах же у пользователей получалось выжимать максимум при тарифе на 500 мегабит. Так роутер свободно выдавал от 300 до 450 мегабит в секунду. До 100 мегабит сигнал падает только через 2 стены на дистанции 6 метров от роутера. То есть стандартную двухкомнатную и трехкомнатную квартиру Xiaomi покрывают быстрым сигналом налегке. Из дополнительных опций еще есть MUMAIMA и OFDMA. Плюс есть поддержка меш-системы, так что если вдруг не хватит покрытия, можно докинуть еще один роутер Xiaomi и расширить сеть без танцев с бубном. Взять такой роутер в семью с желанием потратить как можно меньше денег – отличное решение. Тут и скорость работы приличная, и пробиваемость сигнала хорошая, и функционал достаточно жирный для тех, кто хочет попробовать покуролесить с роутером и накатить усложненную операционку. 5-е место занимает TP-Link Archer AX55. Этот роутер можно назвать золотой серединой среди современных моделей. Он не самый дешевый, но и не требует от вас продавать почку ради хорошего интернета. Еще его очень хвалят за мощные антенны и простоту настройки. Archer AX55 легко подключается и не требует дополнительных настроек и перепрошивок от тех, кому нужно просто получить хороший интернет для своего дома, офиса или квартиры. 2 диапазона, Wi-Fi 6, неограниченная максималка на 3000 мегабит в секунду и улучшенное железо по сравнению с бюджетными моделями. Есть 4 антенны с бимформингом и даже USB, в который можно подключить, например, USB-модем, накопитель с файлами или тот же принтер для удаленной печати. Порты тут все гигабитные, ничем не ограничены. Отдельно 4 желтых LAN-порта и синий WAN, то есть воткнуть кабель провайдера нужно именно в синий порт, а не в любой, как это было у прошлых нескольких участников. Сигнал у роутера достаточно мощный. Многие владельцы пишут, что скорость интернета держится на максимуме в квартирах и домах площадью под 100 квадратных метров. Через 2 капитальные стены потери составили около 20%, а на расстоянии до 15-20 метров сигнал держится стабильно, без отвалов и отключений. Конечно, на чистый гигабит рассчитывать не стоит, но уверенные 200-300 практически в любом конце жилья, пожалуйста. А там можно хоть кучу компьютеров в сеть нагружать. Роутер перенесет такую нагрузку. MUMAIMA и OFDMA ему помогут. А для тех, у кого уже есть какой-то роутер от TP-Link или просто желание расширить диапазон Wi-Fi, Archer AX55 поддерживает Mesh. На 4-м месте стоит Huawei B535-232A. Это роутер, который умеет раздавать интернет не только от провайдера, но и с сим-карты. То есть он подойдет, например, для тех, кто мучится с 4G модемом, подключенным к роутеру по USB. Или для тех, кто живет вдали от цивилизации с медленным и нестабильным интернетом провайдера. Воткнул симку, организовал тариф, подключил мобильную сеть оператора и вперед, даже если вокруг одни поля, леса и дачный участок, где кабельного провайдера отродясь не было. Посмотрим, что этот Huawei умеет. У роутера 2 диапазона, Wi-Fi 6 стандарта и 2 антенны внутри. Также прикручиваются 2 внешние антенны. При желании их можно заменить на что-то поменьше. Такая фишка уже добавляет удобств. На пробиваемость сигнала владельцы не жалуются, хватает на весь дом. Если у вас не двухэтажный особняк, конечно. Что касается портов, тут все довольно просто. 1 WAN и 3 LAN. По скорости работы получается вот как. Владельцы пишут, что при подключении мобильного интернета 4G скорость сигнала составляет от 50 до 150 мегабит в секунду в зависимости от оператора и загруженности сети. Конечно, это далеко не гигабит, но если учитывать, что связка обычного роутера и 4G модема дает около 10 мегабит, то и 50 и 150 полностью меняют ситуацию, ускоряя загрузку соцсетей и видео. Роутер свободно вытягивает все подключенные устройства, в том числе девайсы умного дома. Камеры, датчики, колонки и все остальное. Помогает в этом MUMAIMA. Так что для семьи не будет никаких проблем со стабильностью и скоростью соединения. Можно играть, серфить и смотреть фильмы.
Тройку лидеров открывает Kinetic Giga KN1012. Этот роутер для тех, кто хотя бы немного разбирается в теме и покупает роутер не в первый раз. Скажу сразу, Kinetic не совсем для массового сегмента. Все дело в широком функционале. Конечно, производитель пытался сделать настройку и управление роутером максимально понятным для большинства, но без специальных знаний или шарящего друга вообще не обойтись. Разберемся с возможностями Kinetic Giga. 2 диапазона, 4 гигабитных, 4 внешних антенны и 4 WAN LAN порта. Главное отличие – SFP-порт, который редко где можно встретить. Его ограничение по скорости – 2,5 гигабита в секунду. Вот это как раз для тех, кому нужно выжимать максимум при подключении по оптоволокну. В общем, для тех, кто разбирается. При обычном же подключении провайдера для диапазона 2,4 ГГц выделено 574 мегабита в секунду. Для диапазона 5 ГГц – 2402 мегабита в секунду. По факту на тестах первый выдал до 250 мегабит, второй до 1000 мегабит в секунду. По отзывам, в стандартной 2- или 3-комнатной квартире уверенный сигнал ловится везде. Потери скорости через 2 капитальные стены составляют примерно 20-25%. Поэтому роутер можно смело использовать в доме даже на 2 этажа. Тем более, что тут поддерживается Mesh, ну и Мумайма, естественно. Из других фишек. Сразу 2 USB-порта. Один помедленнее, в версии 2.0, второй побыстрее, в версии 3.0. Можно подключить внешний диск, сделать мини-NAS для фильмов, раздавать файлы по сети или даже подрубить 4G модем для резервного интернета. Вариантов куча, но нужно понимать, интересно ли вообще вам все это. Потому что просто купить Kinetic Giga, подключить провайдера с ограничением 300 мегабит в секунду – не совсем правильная стратегия. Это как купить Ferrari для езды по бездорожью. На второе место поставил TP-Link Archer AX73. Это уже уровень серьезных дорогих роутеров, которые не просто раздают интернет, а делают это мощно, быстро и с запасом на будущее. Но по сравнению с Kinetic тут нет никаких сложностей с настройками и функциями. По сути, plug and play. Чем хорош? Во-первых, высоченная заявленная скорость 4804 мегабита в секунду в диапазоне 5 ГГц и 574 мегабита в секунду на 2,4 ГГц. Это уже не просто быстрый Wi-Fi, а настоящий скоростной магистральный интернет у вас дома. Если у вас гигабитный тариф, сможете выжать максимум без проблем. Во-вторых, антенны. Их тут целых 6, и это не просто украшение. Бимформинг помогает направлять сигнал туда, где он нужен больше всего. В реальных условиях даже в самом старом здании площадью больше 200 квадратных метров с толстенными стенами у владельцев выходило больше 100 мегабит в секунду в дальнем углу от роутера. Это прям фантастический результат для таких условий. На задней панели есть WAN и 3 LAN порта. Они ни в чем не урезаны. Максимальная скорость 1000 мегабит в секунду. Так что хоть онлайн-игры, хоть торренты, хоть стриминг в 4К, все работает без задержек. К тому же сбоку есть USB 3.0, который позволяет подключить внешний диск, раздавать файлы по сети или даже делать резервные копии. Так, купив модем, можно и на дачу с этим роутером поехать. Из дополнительных фишек есть Мумайма OFDMA. Технологии, которые помогают устройствам работать без задержек даже при высокой нагрузке. Также есть поддержка Mesh, так что если одной точки не хватит, всегда можно расширить сеть, добавив еще один TP-Link. Но покупать еще один дорогущий роутер не обязательно. Можно ограничиться маленьким ретранслятором за пару тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Asus RT AX53U. Он подойдет большинству пользователей, так как и цена адекватна, и скорости работы приличные, и пробиваемость сигнала, и функционал, и для его настройки не надо разбираться во всяких тонкостях. Что здесь интересного? Во-первых, скорость. В диапазоне 5 ГГц заявлено 1201 мегабит в секунду, а в 2,4 ГГц 300 мегабит в секунду. То есть нет вот этих излишних 1000 мегабит. На практике при гигабитном тарифе и подключении через кабель реально получить до 800 мегабит в секунду. По Wi-Fi 5 ГГц в идеальных условиях роутер выдает около 700 мегабит в секунду, а через пару стен и 8 метров от роутера скорость падает до 200 мегабит, что все еще прилично. Диапазон на 2,4 ГГц выдает свои 150-200 мегабит в секунду за несколькими стенами, поэтому всякие умные устройства смогут работать без проблем с соединением.
Покрытие сигналом тоже хорошее. Тут 4 антенны с технологией beamforming, которая помогает направлять сигнал именно туда, где он нужен. В стандартной двухкомнатной квартире покрытие уверенно, а в трехкомнатной можно обойтись без дополнительных точек. Есть гигабитный WAN-порт и 3 LAN-порта, то есть можно подключить несколько устройств по кабелю и получить стабильный интернет без потерь. А еще тут USB 2.0. Можно подключить флешку, внешний жесткий диск и даже USB-модем, если основной интернет пропадает. Из дополнительных функций Mumaima OFDMA для стабильной работы нескольких устройств и поддержка Mesh-системы. Если захочется расширить покрытие, можно просто добавить еще один роутер Asus и создать бесшовную сеть. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.